Вы когда-нибудь задумывались, что прямо сейчас в самых глухих уголках Земли могут прятаться существа, о которых мы только слышали в сказках? Сегодня вы узнаете о загадках снежного человека. Миф это или все-таки реальность? В разных уголках планеты его называют Йети, Бигфут, Сасквач, но суть остается одной. Это существо заставляет людей чесать затылки и теряться в догадках. Давайте разберемся, что же скрывается за легендами о человекоподобном гиганте с густой шерстью, и попробуем распутать этот клубок тайн. Снежный человек – одно из самых загадочных существ на нашей планете. Его знают под разными именами. В Гималаях он известен Йети, в Северной Америке его называют Бигфутом, а в Канаде – Сасквоч. Этих существ описывают как огромных человекоподобных созданий, ростом до 10 футов, с массивным телом и густой шерстью. Встречи с ними фиксируют уже сотни лет, от Гималаев до Сибири и лесов США. В России и Сибири снежного человека называют алмастом или снежным человеком. Пик интереса к этому существу пришелся на 20 век, когда исследователи начали фиксировать странные следы, шерсть и рассказы очевидцев из отдаленных регионов Кавказа, Алтая и Приморского края. Отпечатки огромных ступней, находки образцов шерсти, странные звуки в лесу – все это продолжает будоражить умы исследователей. Ученые предполагают, что снежный человек может быть потомком гиганта Питека, вымершего миллионы лет назад. Но до сих пор нет ни одного убедительного доказательства. Что вы думаете? Может ли снежный человек действительно существовать, или это всего лишь легенда? Пока ответ на этот вопрос остается загадкой. Однако каждый новый след или находка заставляет нас задуматься. Что же на самом деле скрывает дикая природа? Снежного человека часто описывают как внушительное существо с массивным телосложением, внушающим силу и мощь. Его тело полностью покрыто густой шерстью, чаще всего коричневого, черного или темно-серого цвета, что помогает ему сливаться с природой. Лицо снежного человека плоское, с широкой формой и глубокими надбровными дугами, а глаза описывают как маленькие, но проницательные. Длинные, сильные руки напоминают конечности человекообразных обезьян и позволяют ему легко передвигаться в густых лесах или по гористой местности. Одной из самых примечательных черт являются огромные ступни, отпечатки которых иногда находят в дикой природе. Эти следы достигают 19,5 дюймов и имеют необычные пропорции, что делает их несравнимыми с человеческими. Именно такие отпечатки часто становятся главным доказательством возможного существования снежного человека. Некоторые слепки ступней демонстрируют анатомические особенности, не характерные для человека или животных, известных науке. Эти особенности делают снежного человека уникальным существом, которое вызывает одновременно удивление и страх, сохраняя ореол тайны и загадки. Точная численность снежных людей остается неизвестной. Исследователи предполагают, что их популяция крайне малочисленна, что объясняет редкость встреч и сложность обнаружения доказательств их существования. Сообщения о снежных людях поступают из отдаленных и труднодоступных мест. Следы, которые приписывают этим существам, находили в Гималаях, на высотах около 16 400 футов, где альпинисты не раз замечали огромные отпечатки ног на снегу. Еще странные следы находили в густых лесах Северной Америки, особенно в районе скалистых гор, в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния. А также следы фиксировали в России, на Кавказе, в тайге Сибири и в районе Алтая, где местные жители часто сообщают о находках следов вблизи труднодоступных горных троп. Сторонники теории существования снежного человека считают, что эти существа избегают контактов с людьми, а их обитание в таких изолированных местах снижает вероятность обнаружения. Однако скептики подчеркивают, что для поддержания популяции требуется достаточно большое количество особей. Таким образом, редкость находок следов и других доказательств продолжает подогревать интерес к снежному человеку, оставляя его численность одной из главных загадок криптозоологии. Снежные люди, по свидетельствам очевидцев, обладают всеядным рационом, адаптированным к их среде обитания. Основу их питания составляет растительность, включая ягоды и фрукты, которые они могут собирать в лесах и на опушках, коренья, вырываемые из земли с помощью сильных рук, листья и орехи, доступные в их природной среде. Некоторые очевидцы утверждают, что снежные люди не ограничиваются растительной пищей. Есть сведения, что они могут охотиться на мелких животных, таких как зайцы или птицы,
используя силу и ловкость, а еще питаться рыбой, которую добывают из горных рек или озер, возможно, с помощью примитивных инструментов или голыми руками. Подобная диета делает снежного человека исключительно выносливым и способным выживать в самых суровых условиях. Всеядность позволяет адаптироваться к изменяющимся ресурсам пищи в зависимости от времени года и местности. Однако, учитывая отсутствие прямых доказательств, рацион снежного человека остается объектом предположений, основанных на рассказах очевидцев и находках, которые могут указывать на его образ жизни. Снежный человек известен своей способностью оставаться скрытым, поэтому его местом обитания считают самые труднодоступные и изолированные регионы нашей планеты. Эти существа, по рассказам очевидцев, избегают человеческого присутствия и предпочитают участки дикой природы, где их сложно обнаружить. Горы Гималаи – одно из самых известных мест, связанных с Йети. На больших высотах, где постоянный холод и снег делают выживание крайне сложным, находили отпечатки ступней и слышали странные звуки. В России снежных людей замечали в горных районах Кавказа и Алтая, а также на Камчатке. Эти регионы характеризуются труднопроходимыми тропами и обширными лесами. Леса. В Северной Америке Бигфута чаще всего наблюдают в густых лесах скалистых гор, Апалачей и регионов северо-западного побережья США и Канады. Обширные хвойные и смешанные леса предоставляют идеальные условия для укрытия, обильной пищи и защиты от человеческого влияния. Сибирская тайга, российские рассказы Алмастом, чаще всего приходят из Сибири. Эта зона с суровым климатом, где зима длится большую часть года, славится своей малонаселенностью и нетронутыми ландшафтами. Пещеры и укрытия. Некоторые теории предполагают, что снежные люди могут использовать пещеры или вырытые укрытия для защиты от непогоды. Их находят вблизи рек и горных склонов, где есть доступ к воде и пище. Почему такие места? Снежные люди избегают контакта с людьми, поэтому выбирают самые изолированные уголки мира. Эти регионы обеспечивают их всем необходимым – пищей, укрытием и безопасностью. Отсутствие человеческой активности снижает риск обнаружения и позволяет им поддерживать свой скрытный образ жизни. Таким образом, снежный человек обитает там, где природа остается нетронутой, что делает встречи с ним редкостью и добавляет загадочности его существованию. Продолжительность жизни снежного человека остается одной из самых загадочных сторон его возможного существования. Поскольку точных данных нет, ученые и криптозоологи строят предположения, основываясь на известных данных о человекообразных обезьянах и других крупных млекопитающих. Если снежный человек действительно является близким родственником человекообразных обезьян, таких как гориллы или шимпанзе, то его средний возраст может составлять от 40 до 60 лет. Для такой оценки учитываются его предполагаемый размер и физическая выносливость, отсутствие естественных хищников, которые могли бы угрожать взрослым особям, жизнь в условиях, где их главными угрозами остаются болезни и климатические факторы. При этом снежный человек, обитая в труднодоступных регионах с суровыми условиями, вероятно, обладает исключительными адаптивными способностями. Это может включать как способность находить пищу в условиях нехватки ресурсов, так и умение избегать опасностей, что потенциально увеличивает его продолжительность жизни. Некоторые гипотезы предполагают, что снежные люди, благодаря изолированному образу жизни, подвержены меньшему риску заболеваний, связанных с человеческой деятельностью. Однако это же может ограничивать их доступ к разнообразной пище, что сказывается на здоровье. Хотя точных данных нет, идея о том, что снежный человек может прожить достаточно много лет, остается логичным предположением, пока наука не предоставит более конкретных фактов. Образцы шерсти, которые приписывают снежному человеку, также привлекают внимание исследователей. Найденные пряди неоднократно анализировались в лабораториях, но результаты остаются противоречивыми. Часть образцов идентифицировали как принадлежащие известным животным, таким как медведи, яки или олени, обитающие в соответствующих регионах. Однако некоторые исследования показывали отклонения от известных видов, что породило предположение о существовании неизвестного науке существа. Ученые, придерживающиеся скептической позиции, указывают, что обнаруженные шерстяные образцы могут быть загрязнены или искажены из-за условий хранения. Тем не менее, сторонники существования снежного человека
считают эти находки важными доказательствами, которые нуждаются в дальнейшем изучении. И слепки, и шерсть остаются ключевыми элементами в исследованиях загадки снежного человека, подпитывая интерес и споры между сторонниками и скептиками. Снежный человек остается загадкой, и его возможное происхождение вызывает оживленные споры. Некоторые ученые предполагают, что это может быть неизвестный науке вид человекообразных обезьян. Такая гипотеза основывается на его описаниях. Высокий рост, длинные руки, густая шерсть и ступни, значительно превышающие человеческие по размеру. Одна из популярных версий связывает снежного человека с гигантопитеком, вымершим гигантским приматом, обитавшим в Азии около миллиона лет назад. Гигантопитек был до 10 футов и весил около 1100 фунтов, что делает его подходящим кандидатом для объяснения легенд о снежном человеке. Некоторые криптозоологи предполагают, что небольшая популяция гигантопитеков могла выжить в труднодоступных регионах Гималаев или Сибири. Существуют и другие версии, согласно которым снежный человек может быть древним видом гоминидов, таких как неандертальцы или денисовские люди, которые каким-то образом выжили до наших дней в изоляции. Официальная наука скептически относится к существованию снежного человека. Большинство доказательств, таких как отпечатки ступней, образцы шерсти и свидетельства очевидцев, считаются недостаточно убедительными. Часто такие находки объясняются природными явлениями или ошибочной идентификацией известных животных, например, медведей. ДНК-исследования, проведенные на шерстяных образцах, часто показывают, что они принадлежат животным, уже известным науке. Однако изредка обнаруживаются аномалии, которые оставляют пространство для гипотез. Скептики указывают, что в современной эпохе с ее передовыми технологиями и повсеместным использованием камер отсутствие фотографий или останков снежного человека значительно снижает вероятность его существования. Тем не менее, интерес к этой загадке не угасает, а криптозоологи продолжают искать новые доказательства, надеясь однажды пролить свет на тайну снежного человека. Происхождение снежного человека остается предметом споров среди ученых и криптозоологов. Одна из популярных теорий предполагает, что это может быть древний вид гоминидов, сумевший выжить до наших дней. Такие существа могли быть потомками неандертальцев, денисовских людей или гигантопитеков, гигантских приматов, обитавших в Азии миллионы лет назад. Их адаптация к суровым условиям и удаленным регионам могла помочь им оставаться незамеченными. Другие считают, что снежный человек – это результат коллективных мифов, легенд и ошибок восприятия. Сторонники этой версии указывают на то, что рассказы о подобных существах существуют практически во всех культурах, но они часто связаны с мифологией, а не с реальными наблюдениями. Есть также теория, что снежный человек – это символ необъясненного, который отражает наше стремление искать тайны и загадки в мире, где кажется, что все уже известно. Сообщения о снежном человеке включают фотографии, видеозаписи и даже слепки отпечатков. Однако многие из них оказываются подделками. Например, известный случай со следами йети на снегу в Гималаях оказался отпечатками медвежьих лап, измененных погодными условиями. Тем не менее, есть свидетельства, которые не удается объяснить рационально. Кроме того, существуют видеозаписи, такие как знаменитая пленка Паттерсона-Гимлина, на которых, по мнению криптозоологов, запечатлено нечто, что трудно классифицировать. Множество противоречий делает снежного человека одной из самых обсуждаемых загадок. Пока одни продолжают искать доказательства его существования, другие считают его ярким примером того, как мифы могут стать частью нашей культуры. Почему нас так притягивают истории о снежном человеке? Снежный человек остается одной из самых захватывающих загадок природы. А как думаете вы? Существует ли снежный человек, скрывающийся в отдаленных уголках планеты? Или это всего лишь миф, который живет благодаря нашей любви к загадкам? До тех пор, пока наука не даст точного ответа, снежный человек будет продолжать вызывать споры, вдохновлять и будоражить воображение. Может, однажды вы сами найдете доказательства. Надеюсь, вам было интересно узнать больше о снежном человеке и его загадках. Хотите быть частью команды, которая раскрывает тайны природы и создает захватывающий контент? Присоединяйтесь к нам. Мы ищем талантливых людей, которые умеют монтировать видео, озвучивать ролики или писать увлекательные сценарии. Пишите нашему Telegram-боту.
И давайте вместе делиться вдохновляющими историями, которые удивляют и радуют миллионы людей. Сделаем мир ярче и интереснее.